будешь играть и ничего больше не делать, ты ничего не добьешься. Можно до бесконечности расти и расти. Главное, чтобы ты сам этого хотел. Возможно ли достичь чего-то без высшего образования? Наша цель 1 000 000, и не только долларов. 1 000 000 Мгм. подписчиков, Миллион в 1 000 000... инвестициях. Ха. В комменты накидают. Ну, накидывайте. Давайте. Хоть с Африки накидывайте. Работаешь на заводе, ты не Мгм. знаешь, какие у тебя сильные стороны. Всем привет, друзья! Сегодня с вами очередной подкаст Дома Каст. С вами ведущие Салим и Сева. Привет. И это канал ТНМ. Здесь мы обсуждаем, как с нуля достичь $1 000 000. Это наша цель. Сегодня мы будем общаться в формате подкаста. Так что поехали. Как дела у тебя? Че нового? Офигенно. Офигенно, потому что сейчас китайский Новый год, и мы отдыхаем. Правда, завтра уже последний день отдыха, да? Грустно. Ну, грустно. Время Грустно. быстро проходит. Вообще, какие новости? Че нового у тебя? Что у меня нового? Как отдохнул? Короче, за последнее время начал выгорать от всей фигни, которую мы делаем. И думаю такой, поиграть что ли? Ага. Просто забуду обо всем, о всей вот этой вот жесткой дисциплине. Там надо не играть, надо только вот заниматься чем-то полезным. Сел, отбросил все дела и просто поиграл в свое удовольствие. Кайф. Ты что скажешь? Разгрузился? Да? Я, короче, подсел вообще с Кристиной на Тетрис. Мы А, опять начали Тетрис играть. Хм. И это знаешь, как происходит? Я сижу, допустим, даже сижу там, снимаю ролик или что, какими-то Мгм. делами занимаюсь. И она приходит, давай поиграем. 2-3 раза поиграет, все, уходит. Интереса нет. И так сидишь дальше, что-то чем-то каким-то уже делами занимаешься, или там решил просто, короче, PlayStation поюзать. Она захотела Тетрис, и я ей купил месячную подписку на 1 месяц. Потому что у Мгм. нас Тетрис не купленный, а в подписке он есть. М. И, короче, я думаю, ну что будет подписка просто так лежать, пылиться. Пока выходной, думаю, поиграю что-нибудь. И вот я сижу, играю, и вот она посидит, ей там наскучает, привлекает, давай поиграю. Или же утром просыпаюсь, она говорит, а я уже поиграла с японцами несколько раз. Она уже онлайн играет? Да, там на ранкинг. То есть у тебя Прикольно. ранг есть свой. Ну вот, так, в принципе, ну, съездил в кофейню, пофоткались, пару Ну, фоток сделали. круто. Завтра, кстати, что, в Силе? Поедем в Инчан? Поехали. А что ты думаешь? Не, я бы хотел, а то мы за выходной ничего так и не сделали, сидели дома. Да, конечно. Короче, я знаешь, что понял? Что отдыхать нужно. Просто постоянно себя вот так вот чем-то забивать, свой график, и даже не расслабляться, надолго не хватит. Поэтому надо поехать отдохнуть, надо играть, нет. Хоть что-то делать. У меня, кстати, недавно он ролик выпустил о том, что если ты будешь играть и ничего больше не делать, ты ничего не добьешься. Мгм. Типа, если ты играешь, ты не добьешься ничего. Не, ну, везде какие-то рамки, границы должны быть, конечно. Ну да, если ты играешь весь день и ничего ни о чем не думаешь, то ты ничего не добьешься. Но если ты весь день что-то пытаешься чего-то добиться и только это делаешь, мне кажется, ты выгоришь просто. И играть. Если ты играешь, любишь играть, немножко надо играть, я так понял. Ну, знаешь, многие люди не замечают этого. То, что они начинают выгорать. И вот эти нервозы всякие появляются там. Всякие, Мгм. ну, нервишки шалят, короче. А также есть люди, которые, ну, уже, знаешь, в такой вот этом жестком дофаминовой зависимости, которые приходят домой после работы, искупались, и просто им надо бежать, играть, сесть. Я просто, почему говорю, я таким человеком был. Хм. И для меня вообще ничего важнее игр не было. Я серьезно, я просто приходил и вот хотел играть. И я понимаю, что
если ты... Как это? Вот как это со стороны происходит? Тебя кто-то пнуть должен, да? Или ты как-то должен со стороны увидеть то, что чем ты занят, чтобы осознать. Потому что у меня как был? Мне Кристина, она вообще спокойно мне играть не давала. Она постоянно говорила, опять играешь там, вот займись чем-нибудь. То есть, ну, такие были у нас какие-то ругачки. И я не знаю, возможно, отчасти она тоже повлияла на меня. Ну, не отчасти, а я думаю, конкретно повлияла, потому что, ну, я сначала думал, да отстань от меня, блин. Хм. Дай мне поиграть, ё-моё. Я сижу, играю, я работаю целыми днями. А сейчас я после того, как понял то, что, ну... Ну да. Это чувство, когда, знаешь, типа ты отработал, Да, все, да. отстрелялся. Больше тебе ничего не надо. Типа, что ты от меня хочешь, я Я дома отстрелялся. отдыхаю, что ты хочешь, да. Да. Ну, я не знаю, как у меня. Может быть, отчасти успешность в игре тоже как-то влияет. Когда ты постоянно, допустим, проигрываешь, Мгм. и все, и тебе как-то не хочется играть, и ты там начинаешь Ну, знаешь, задумываться там временами о другом, и думаешь, да нафиг я вообще играю. ну ты себя просто в рамки в одной игры завел, Угу. и вот у тебя там не получалось, а других игр ты и не играл. У меня, если у меня что-то не получается, я брал, заходил в другую. Там у меня все получалось, и я там все делал, что хотел. У Ну да, меня их я было вот как раз много. таки говорю, да, про то, что, ну, как у меня было. Мгм. Ну, я не знаю, насколько мне нравилось играть. Ну, видимо, приходит время осознания, все равно возраст тоже. Ну, хотя не знаю, это тоже зависит от человека. Не ко всем приходит, да. Да, потому что, ну, как-то пришло. Может быть, там какие-то еще должны звезды совпасть, я не знаю, по-особенному, чтобы ты задумался. Но лучше, мне кажется, чтобы ты очухался однажды, нежели чем... Вот знаешь, есть такие в Японии затворнической жизнью живут. Мгм. Они вообще даже не выходят на улицу. И они просто сидят дома, заказывают еду домой покушать, и просто сидят, играют. Я вот не знаю, на что они живут. По-моему, некоторых из них родители обеспечивают до старости. Ну, пока живы, и там дальше они как-то что-то там, может, чем-то занимаются. Ну, вот Может, такие люди стримят есть. они. Ну, может, и Стримят. стримят. Ну, в общем, есть такие люди, которые вот просто вообще им... Вот этот мир настоящий, он им вообще не нужен. Хм. Они просто сидят у себя в каморке и вообще не выходят никуда. Ну, Как они даже я не называют? знаю, ну, блин, если, конечно, ты на всем готов с самого там, ну, наверное, японцы, у них там с самого детства компьютеры, все дела готовы уже. Просто я, например, когда маленький был, я ничего такого не видел. Мгм. Я бегал на улице, играл как это, в палки там, с палками, не знаю. И у меня не было там компьютера до момента, пока я его сам себе не купил. Ну, полноценного компьютера. Так. Поэтому я не могу этого понять, наверное. Вот. Вообще, сегодня мы что, здесь собрались обсудить некоторые темы. Предлагаю поговорить, насколько важно сегодня высшее образование, как ты думаешь, чтобы у нас сегодня вообще подкаст о чем? Ну, наш канал о том, что наш путь с нуля до $1 000 000. И вообще, как добиться успеха и показать на своем примере, что это возможно, Хм. что это не просто кто-то там в Ютубе что-то делает, а такие же простые люди, как и вы. В общем, тема нашего подкаста в целом о том, что мы с нуля хотим достичь $1 000 000 и показываем это на собственном примере. И вот одна из этих тем – это возможно ли достичь чего-то без высшего образования. И наши зрители будут свидетелями, Да. получилось у нас или нет. Но знаешь, что отличает нас от наших зрителей? М. Ничего. Мы несколько месяцев назад точно так же сидели и смотрели про успешный успех, всякие видео, Мгм. и вдохновлялись этим. А тут раз, и мы сами начали. И мне все нравится.
Просто. Да, да. Я буквально вот у меня мое последнее видео, ну как, я говорил, чтобы что-то сделать, просто начать надо. Это все просто. И действительно, я там как раз упоминал вот про канал, то, что мы начали с тобой. И в целом, да, вот все, что ты хочешь чего-то там достичь, начать, просто надо вот пойти и сделать, начать. Вот мы хотели, там, подумали о канале, мы его начали. Кто-то даже и не начинает. Конечно, говорят, что многие, кто достиг там 10 тысяч подписчиков, потом сдаются. Мгм. Но нас пока что я ничего не знаю. Мы еще до этого этапа не дошли, но мы как минимум начали. Да. Даже до этого этапа дойти, это тоже Ну, очередной это шаг. знаешь как? Это можно сравнить и с тем, что, например, человек хочет заработать 1 000 000 и Мгм. на 100 тысячах тоже бросает. Ну, то есть во всем, да, можно привести пример такой, что можно до бесконечности расти и расти. Главное, чтобы ты сам этого хотел. Ну да. Ну, поэтому мы хотим... Я хочу не только 1 000 000 долларов, я хочу не меньше 1 000 000 подписчиков, я хочу не меньше 1 000 000 в инвестициях. И, в общем, короче, чтобы у меня везде было не меньше 1 000 000. Как тебе такое? Мне кажется, Да. есть куда стремиться. Наша цель 1 000 000. И не только долларов. 1 000 000 Мгм. подписчиков. 1 000 000 в 1 000 000. инвестициях. Да. Да, вот знаешь что? А, я считаю, что очень-очень сильно влияет на это, знаешь что? Наше решение начать не просто работать и получать деньги, а начать учиться чему-то новому, как мы, ну, раньше делали это в школе и в колледже. Мгм. То есть только теперь мы сами выбираем, кто нашим учителем будет и сколько мы за это заплатим. Ну смотри, в школе и в колледже, как ты сказал, я учился из-под палки и особо не хотел учиться. Но сейчас я понимаю, что учиться надо не останавливаясь всю жизнь, до самой старости. Нету такого, что ты доучился до определенного уровня и все, это конец. Ты достиг всех знаний. Там. Нет. И хорошо, что мы это осознали. У меня, кстати, в новом ролике тоже я об этом говорил, то, что мир меняется очень быстро, и хочешь, если успеть за ним, то и ты должен как Хм. бы постоянно учиться чему-то новому, потому что сегодня нужны программисты, завтра их заменили роботы, всякие чаты, чат-боты. Я, знаешь, что вспомнил? Ваня Усович, Мгм. стендап-комик, рассказывал как-то. Он тоже учил там английский и говорит, вот мне интересно, говорит, когда, говорит, мой учитель английского Ага. скажет, все, больше я ничего не знаю. Типа, Да, 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 да. в общем, да, такая вот тема. На самом деле, да, учиться важно. Знаешь, в чем суть учебы? В том, то, что ты не знаешь вообще, понадобится тебе это в жизни или нет, Мгм. но в момент, когда ты сталкиваешься с какой-то ситуацией, в которой у тебя есть в этом, ну, как некие знания и экспертность, то, ну, как бы ты берешь и делаешь. Ну, как бы ты сначала теорию изучал, затем в дальнейшем ты практикуешь. Например, можно миллионы видео посмотреть о том, как начать свой YouTube-канал, Мгм. и миллионы курсов понакупить, как начать свой YouTube-канал. Или же просто взять и начать его, и на своих же ошибках что-то исправлять, каждый раз улучшать свой контент. Ну вот как мы это делаем. Каждый раз чему-то новому учимся. Ну да. Ну смотри, я не знаю, вообще, по идее, через обучение, наверное, быстрее было бы, если бы мы взяли обучение, как начать свой YouTube-канал, но практика, это, мне кажется, самый лучший учитель. Лучше Мгм. делать. Ну, понятно, да, обучаться тоже надо. Но мы сейчас вот просто начали делать и уже много чего там сами выучили, правильно? Конечно, может быть, это было бы быстрее, если бы мы какие-то детали могли бы сразу пропустить, проскочить, ошибки не совершать, например.
А вот скажи мне, а правильно ли вообще торопиться, быстро что-то делать? Или же... Ну, мне кажется, знаешь, если ты, как тебе сказать, увлечен чем-то, и вот хочешь это делать, то как-то, я не знаю, приятнее, интереснее, что ли, самому какие-то вещи. Потому что, когда тебе вот так вот все на блюдечке вот так предоставляют, вот так вот свет поставь, вот так вот камеру поставь, вот так вот сделай. Мне кажется, ощущение того, когда ты сам настраиваешь, Мгм. например, свет или же камеру, и начинаешь уже в дальнейшем понимать, как техника работает. Ну, я думаю, это тоже такой Ну, момент. мне кажется, что это, скорее всего, от того, на что ты рассчитываешь. Мгм. Хобби это для тебя, или, может быть, ты рассчитываешь от Ютуба что-то быстро раскрутиться, быстро набрать подписчиков и получать уже какую-то монетизацию там, ну, или для тебя это просто хобби, тебе в кайф это делать, Мгм. настраивать, разбираться во всем самому. Скорее всего, вот так вот. Ну, я бы хотел, на самом деле, быстро это сделать. Ну и в кайф одновременно тоже. Мгм. Поэтому фиг его знает. Но мне и в кайф, и хочется быстро. А мне как? Мне тоже в кайф. Ну, я не знаю, знаешь что? Ам, вот этот быстрый рост, ну, вот представь у тебя вот... Есть, короче, пример. Мгм. Не помню, как звать этого человека, но у него вот канал в моменте просто выстрелил. И у него там буквально было несколько тысяч подписчиков. Мгм. И он буквально за месяц или за сколько миллион набрал. И он не знал, что с этим делать. И просто вокруг, ну, вокруг него сразу огромная команда собралась, понятно. Но Мгм. как бы это тоже еще и испытание, когда у тебя все быстро происходит, и ты к этому не готов. И вот этот человек, он, ну, не одно видео записал по этому поводу, по поводу того, что, вы знаете, ну, я считаю, что иногда лучше, типа, медленно, постепенно, чем вот Мгм. так вот, потому что, ну, это очень сложно, М. и важно же это, как знаешь, вот тебе просто, ты такой сидел, не готов, а тебе Да. вот так принесли, на, вот это делай, и ты будешь супер знаменитым, богатым, и у тебя все будет, Ну а да, ты да. такой, Он просто не вывез вот этого он вот вывез, потока, да. Вот. он вывез, но в чем прикол? То, что он после всего этого, когда уже смог расслабиться, Мгм. там набрал команду, уже начал делегировать многие вещи, да, Мгм. и вот он после этого записал ролик, то, что, ну, вы подумайте, типа, нужно ли вам это, потому что, ну, это не Хм. так уж и легко, как вы думаете. Ну, знаешь, говорить, когда ты уже прошел это, Мгм, было сложно по-любому, но когда ты прошел, и там у тебя миллионы подписчиков, там мгм, миллионы долларов, и говоришь людям, подумайте, нужно ли вам это, я думаю, никто не скажет так, да, действительно, а нужно ли мне это? Все, наверное, думают, да, конечно, нужно. ага, типа, Или- бабки, бабки, да, да. любой хочет столкнуться с этим. Да, в процессе ты уже потом, когда это произойдет, ты уже будешь думать, блин, а нужно ли мне это действительно? И вот на этой стадии, может быть, многие отсекаются. Кто-то достигает дальше там успеха какого-то в чем-то. Там и в Ютубе, и в целом в бизнесе. А кто-то уже сдается. Так что, ну я бы хотел. Я бы даже не задумывался, нужно мне это или нет. Я бы разобрался потом, нужно мне это или нет. М, Давайте сюда миллионы подписчиков, да. Да, сначала я посмотрю, а потом на своем ощущении Я уже. просто еще слышал, знаешь, такое, многие бросают просто от того, что хейтеры, да, появляются, куча хейтеров, и они Мгм. так сильно себе берут это, ну, на себя все принимают. М. То есть, чем больше как бы аудитория, тем больше и разных чудаковатых чуваков появляется, которые... Чудаковатых. Окей. Короче, я не знаю насчет хейта. Возможно, мне тоже будет неприятно читать что-то, но я дотер, и там столько хейта. Там столько хейта, ты просто даже не Сейчас успеешь. на моменте я дотер сразу выключают. Да, так что хейта я навидался и думаю, Мгм. ну, это, конечно, другое. Здесь, когда ты что-то записываешь, и тебе там
пишут в комментарии, типа, как будто это личное, наверное, затрагивает. Ну, в доте то же самое. Ты когда не привыкший, ты заходишь в доту, и тебя начинают с ног до головы поливать говном. Просто так. За то, что Просто ты не нажал ты... вовремя кнопку. Да, да. За то, что ты просто играешь чуть хуже, чем этот человек в игру. Или И не факт, ошибся. что хуже. Еще да. Он не тоже факт. может ошибиться, да? Или просто за ошибку. Ну, в общем, да. Но все равно это сложно поначалу, а потом уже свыкаешься с этим. Но знаешь, здесь можно как бы такую параллель провести, то, что, ну, в доте, понятно, ты играешь, Мгм. а здесь конкретно твоей персоны может касаться. То, как ты, ну, вот в камеру смотришь, как ты говоришь в камеру или там, как ты выглядишь, какой у тебя голос, до чего угодно могут, правильно, докопаться. И я вот не знаю, в доте поможет ли вот эта броня, которую ты наработал в доте, в реальной жизни? Вот. Ну вот не знаю, возможно, отчасти. Я не говорю, что она поможет полностью, но мне, думаю, будет привычно. Привычно, что кто-то тебя просто оскорбляет ни за что. Ну, и вообще, я думаю, знаешь, в наше время, возможно, это уже начнет меняться, потому что когда интернет только вот начал набирать обороты, и люди почувствовали вот эту волю, что в интернете можно говорить все, что угодно. Но Да, да. сейчас, по-моему, уже тенденция меняется, что нужно следить за своим языком. Во-первых, по-моему, скоро будут уже законы, которые... Не, уже есть в некоторых странах, Да, в Европе, да, даже да. в России. Ну вот, скоро это будет полностью уже как бы контролироваться. Причем ты можешь даже ничего не говорить, а просто лайкнуть что-то. Именно Тебе так. что-то понравилось, чье-то высказывание, ты поставил лайк, потом к тебе пришли с вопросами. Да. Думаю, ну, нам не страшно. Нам такое не страшно высказывать. Ну, Пока что. лучше воздержаться. Окей. Меня интересует, знаешь что? Вот у меня не всегда получается сбалансировать Мгм. работу и вообще свою личную жизнь. И в Корее тем более это очень сложно сделать, потому что работа занимает огромное количество нашего времени. Вообще. Да не говори. Вот этот азиатский менталитет, прям работать, работать и работать. Мгм. Скорее всего, отчасти от этого, наверное, смертность, самоубийство, точнее, не смертность, а процент самоубийств высокий. И здесь, в этой стране, Да. в Корее. Потому что, ну, люди не выдерживают, наверное. Во-первых, я заметил, что буквально на днях иду по улице такой, а точнее не иду, еду. Уже там часов 9, наверное, вечера, и смотрю, ну, маленькие, школьники еще с портфелями идут. То есть, что они делают в 9 вечера? Я в 9 вечера уже в свое время уже давно все закончил, и школу, и тренировки, что бы там не было. Они идут с учебы, да? А они, ну, скорее всего, тоже, может, тренировки, но я сразу подумал о том, что это с самого детства у них. То есть такой забитый плотный график с самого детства. Сначала учеба прям до ночи, Мгм. до вечера, а потом и также работают они. Также с ума сойти. И поэтому, конечно, я сразу вспомнил про то, что, ну, блин, процент самоубийства здесь высокий. Просто побегать по гаражам не получится. Гаражей нет. И гаражей нет, да и времени нет. Мгм. Да, да, да. Ну, тяжело, ну тяжело так жить, потому что, знаешь, тут происходит так, хочешь заработать, чтобы у тебя было больше денег, чтобы у тебя было больше времени или больше возможностей на то, чтобы эти деньги потратить, но от того, что ты стараешься больше заработать, тебе приходится больше работать. Но надо как-то, я не знаю. Но мы с тобой начали как бы что-то другое изучать, Да. но не все люди как бы готовы на это. Им комфортно, они приходят, зарплату получают. Вот знаешь, что меня поражает? То, как люди ждут день зарплаты. Мгм. Я сам раньше ждал, но я понял, что ну, и можно сделать так, чтобы тебе Ну,
день зарплаты — это такая маленькая отдушина от вот этого всего плотного графика. Хотя бы в этот день люди радуются, такое, там, получили деньги. Ну, Но можно сделать так, чтобы тебе все равно было, когда у тебя зарплата приходит, ну, если у тебя конечно. налажены финансы. Ну, смотри, как раз можем поговорить о том, что вот про самоубийство высокий процент и о том, что люди много работают, и как вот с этим, например, справляться. Мгм. И вот раньше я, например, в одно время стал думать, что да нафиг мне, например, праздновать там свои дни рождения. Я перестал просто праздновать и забыл совсем об этом. Мгм. Вот как ты думаешь, насколько важно праздновать вообще какие-то праздники, например, там Новый год, день рождения свое там или еще чего-то? Ну, ты знаешь, в этом мне вообще помогла Кристина, Мгм. потому что я услышал от нее такое, то, что день рождения только раз в году, и плевать, есть ли деньги на него или нет, нужно Мгм. праздновать его. Ну, и можно и на другие праздники тоже, потому что, ну, а когда еще что-либо праздновать? Вообще ничего не праздновать. Сидеть такой, работа, выходной, и все. Да, ты знаешь, я понял, что это заряжает, это дает энергию. Когда ты празднуешь, прям действительно, вот ты, если это твой день рождения, и ты его полноценно отпраздновал, блин, я вот прям задумывался об этом. Ты надел колпак себе на голову, вот этот вот праздничный, там, вот эту дудку взял, там, торт, все, у тебя друзья тут пришли, устроили вот этот вот праздник. Ты же заряжаешься этим. Или ты просто провел этот день, ну, уныло, и типа, да что мне праздновать? Вот эта обстановка, блин, помогает немножко вот разрядиться. Такой сидишь, представь вот дожить до такого, что ты такой сидишь, и тебя поздравляет твоя супруга, Мгм. ну, утром, будет тебя там с тортиком и чё. И ты такой, а что сегодня? Что сегодня мой день рождения, что ли? Ну, ты даже такой и не знал об этом. Но я бы так не хотел, конечно. Я вообще, знаешь, как хотел бы, блин, и сам устроить кому-нибудь такой приятный сюрприз. Типа, вот как смотришь фильмы Мне устрой. американские. А? Мне устрой. Окей. Тогда мне не надо говорить, что я хочу. Ну, в общем, короче, хочу устроить вот так вот. Типа, ты пришел домой, такой, ни о чем не подозреваешь. Заходишь, включаешь свет, и тут бах, у тебя выскакивают со всех этих щелей твои друзья с взрывом хлопушек и поздравляют тебя, там, подарки, там, дарят твой день рождения. Ну, это же, блин, какой-то заряд энергии на самом деле. Да, да, круто. И мы так вообще не делаем. Мы даже не делаем то, что я говорю про колпаки, мы даже их не одеваем. Один раз помню, мы сделали это для одного друга своего. Приехали с тортом. Помнишь? Для кого? Для Димы. Ты был? Нет. Я, Валера, Денис. Мы собрались Мгм. и решили вообще сюрпризом поздравить Диму. И поехали Хм. на Валера машине. Взяли торт, колпаки, хлопушки. М. Он тут дверь открывает, бах. Мы такие, с днем рождения. Но он не ждал, конечно, вообще. Не ожидал. Да, Ну и вообще. как его реакция была? Приятно? Ну да. Он такой, блин, ребята. Ну, Ну, вообще блин, не ну, знал. конечно, это же кайф, когда о тебе люди, например, думают. Мгм. И ты такой раз, блин, ну спасибо. Я вот честно не ожидал, если бы мне так сделали. И да, просто даже дарить подарки там, да, друг другу. Что-то мы, вот я говорю, А как-то... чё? Я пришел, между прочим. Да, не, Мы не. начали первые, между прочим, с Кристиной. Она говорит, давай нафиг. А ты забыл свою толстовку, которую ты сделал? Не-не-не, не забыл. Просто она мне маленькая стала. В общем. Не, приятно. Не, мы, значит, не первые. Да. Значит, первый ты. Приятно. Я действительно думал об этом, что важно и дарить, ну и важно, когда тебе дарят. Это приятно. Ты знаешь, меня вот очень сильно начала волновать именно моя социальная сеть.
Кстати, мы занимаемся с Алимом, с ментором, и недавно он задал мне вопрос, а ты указал у себя в Телеграме, кто ты, чем ты занимаешься? Я такой, нет. А почему, говорит? Ну, ты знаешь, говорит, это на самом деле помогает, ну, влияет на самооценку. И ты знаешь, я в тот же день сел, ну, не без помощи чата GPT, но я как бы не просто такой, придумай мне, чем я занимаюсь. Я как бы указал, чем я занимаюсь. Просто я как бы... Чат GPT помог мне оформить это. Вот. И я понял то, что как это влияет, когда ты банально рассказываешь... Вот, расскажи о себе, есть же? Да. Везде. В Фейсбуке, в Телеграме, там, в Инстаграме. И вот когда ты начинаешь говорить людям о том, что ты... Кто-то есть на самом деле. Да, тот, кто ты есть, то ты начинаешь, знаешь, как-то по-другому самого себя воспринимать. Я вот это ощутил. Ну да, это вот как, знаешь, как сила притяжения. Помнишь фильм «Секрет»? То есть это запрос. Еще многие там в комменты накидают. Ну, накидывайте. Давайте. Хоть с Африки накидывайте. Да. Не, мне нравится этот фильм. Ну, это как фильм «Секрет». То есть твой запрос во Вселенную. Ну, сам я, например, особо не верю в какие-то там вселенные, еще что-то. Я верю в то, что когда ты сам действительно начинаешь постоянно об этом думать, ты как-то вольно-невольно начинаешь к этому стремиться. Делать все, чтобы вот достичь того, о чем ты думаешь. Например, ты пишешь, что ты кто? Блогер-инвестор, там, предприниматель, не знаю. Видеограф. Да, и ты такой, ну, постоянно говоришь об этом, думаешь, и ты начинаешь. Вот ты вроде, вот мы блогеры уже. Да, нету такого начинающие блогеры. Ну, все, мы начали. Все, мы блогеры. Начинать можно бесконечно, что ли, как бы? Начинающий блогер. Что значит начинающий блогер? Еще не начал, но начну, да? То есть ты, да, вот этим вот... Ну, это отдельная тема про начинающий. Начинающий предприниматель. Что это значит начинающий? Я вот чуть-чуть... Ты себе окошечко, форточку оставляешь на то, что ты, если что, соскочишь. Да. Нет, все. Ты блогер, ты инвестор. Сегодня ты блогер, завтра ты не блогер. Но главное то, кто ты сейчас, правильно? Да. И к чему ты стремишься. Поэтому, да, это, блин, крутая идея, чтобы писать о себе везде, что кто-то есть. Поэтому давай, ну, возьмемся жестко за наши соцсети. Можем обратиться. Недавно мы были с тобой на мероприятии DAO. И там были люди, которые этим занимаются. Продвижением вашей странички. Я думаю, если у нас не получается, или если мы не можем, мы можем как бы обратиться к людям, которые умеют. Я думаю, нам нужно будет в любом случае это делать. Просто здесь надо найти баланс. Это как, знаешь, вот начал ты заниматься блогерством, и ты берешь самую крутую технику дорогую, а вдруг у тебя не получится, да? Ну, смотри, это ошибка была. Допустим, я считаю, что мы взяли дорогую технику. Это, знаешь, это не то, что ошибка, это мы загнали себя в угол, это психологически повлияло на нас. Ты уже взял, ты должен начать делать. А иначе ты просто возьмешь и спустишь деньги на ветер. Ну, вот. Да. Ну, как бы это такая небольшая, как бы, как тебе сказать, небольшое такое психологическое давление самих себя на себя же было. Я считаю так. Я даже больше, я пошел камеру купил. Ну, как бы я подумал, что, ну, если у меня не получится, Кристина хочет быть фотографом, и вот она изучает фото, поэтому вот камера и все. Как бы я себя немножко успокоил, но все равно понимаю то, что сделали такое, ничего подобного не было, и тут мы накупили свет, микрофоны, аппаратуру. Ну, я ограничился микрофоном, ты купил там звуковую карту, которой мы оба пользуемся. Хорошо, что ты взял двухканальную. Да, я, кстати, брал карту сразу на будущее, что мы будем вдвоем, возможно, что-то это делать. Офигенно.
И вот мы, кстати, и делаем. Если я возьму еще одну, мы сможем записывать подкаст вчетвером. Да. А микрофоны ты А возьмешь? микрофоны, мне кажется, этот микрофон и вот этот микрофон, Мгм. он не навечно. Я хочу тот самый микрофон. Мне кажется, я сейчас передаю тебе по Wi-Fi картинку этого микрофона. Микрофон, который будет либо стоять на столе вот так вот, пушка, которая всех сразу записывает, либо... Не, я хочу тот микрофон, который у всех сейчас. А, Да. всё. И я хочу только его. Подожди, ну, это опять же, ну, только твой микрофон будет. Да, а этот, пожалуйста. То есть надо, ну, я думаю, можно ограничиться, как тебе сказать, тем, что, ну, ты себе взял, а этот у тебя будет запасной. Запасной ты можешь дать гостям. Ну да. Потом, если мы вырастем, пожалуйста, как только мы вырастем, у нас будут не только микрофоны, но и различная другая аппаратура. Мгм. И мы не будем записывать дома. Но я настаивал на том, чтобы наш подкаст так и назывался «Домокаст». Ну, откуда мы начали, это как бы неважно. Ну да. Поэтому название, я такого не слышал. Мне оно нравится. Ты как думаешь? Это Ну, не значит, прикольно. что мы типа дома. Это не значит, что мы всегда будем с Да. дома писать подкаст. Да. Это не то, что необходимость. Ну, почему бы не попробовать там, где ты можешь это попробовать? Вот, это очередной как бы пример для людей, которые, возможно, мечтают записать подкаст. Мгм. Возможно, они умеют о чем-то поговорить, в чем-то экспертны. И, возможно, они очень сильно хотели бы, но они не знают, где нужна аппаратура. Нет, много чего не нужно. Мы записываем сегодня на 3 телефона. И кто скажет, что мы на 3 телефона записываем? Ну, не знаю, может, кто и определит. Ну, вот мы записываем на 3 телефона, взяли банально свет и 2 микрофона. Ну, ладно, звуковую карту. Ну, то есть, я считаю, что важно не то, с чем ты записываешь, а важно то, насколько ты хочешь. Конечно. Да нет, это вот все, что у нас сейчас есть, мне кажется, не настолько важно. У нас были петлички с тобой. Да. Мы могли бы и на петличке писать. Но мы на петличке много чего не записали, я тебе так скажу. Ну да. Ну, не Может, знаю, ну, так записывать приятнее. я могу это, знаешь, с чем сравнить? Вот честно. С курсами. Мгм. Взял ты курс за $20, Да. а он у тебя там будет лежать. И когда ты его откроешь, а он у меня там есть. Или же взял ты там на $1000, и хочешь не хочешь, ты должен уже как бы Мгм. хоть Ну, какое-то время как уделить. в скиллбоксе, Да, например. да. Ну, Skillbox, это ладно, это другая история. Мы не начали свой бизнес пока что. Мгм. Но это долгий ящик, который мы достанем обязательно. Но прикол в том, то, что это и есть психологическое вот это вот давление. Чем больше ты тратишь на обучение, на оборудование, на то, чем ты хочешь заняться, тем Мгм. ты сильнее увлечен в этом. Потому что, ну, купили мы с тобой петлички за не помню сколько. Ну, Ну, дешево. копейки, да. И, ну, и записали мы с тобой видео в машине и закончили на этом. А сейчас у нас есть свой подкаст, свои видео. У Ну, нас смотри, есть у нас канал, есть хорошая который растет. возможность. Да, у нас есть возможность купить, почему бы и нет. Ты можешь себе позволить. Это, да, не каждый может позволить себе купить такое, но это и не так дорого на самом деле, то, что мы взяли. Мгм. Это бюджетный вариант, но самое такое необходимое. И кайф. Я сижу и наслаждаюсь. Мне кажется, важно, чтобы и тебе нравилось, и твоим близким. Ну, то есть, если я вижу то, что ты делаешь видео и записываешь, и мне нравится, то Мгм. я думаю, ты уже сделал много чего, потому что многие записывают видео и непонятно зачем, для кого они это делают. Хм. Но у нас с тобой прям такая, мне знаешь, мне кажется, у меня, кстати, следующий ролик будет про это, про определенную пирамиду, М. вот. И самая верхушка — это миссия.
Миссия, это да, Да. это важно. И вот мне кажется, что у нас с тобой есть миссия, потому что я посмотрел вот очередное мероприятие у DAO начинается по Мгм. поводу того, что как бы тебе помогают психологи, по-моему, ну, как бы прорабатывают с тобой, помогают тебе найти свой икигай и прочее. И вот мне ответил организатор. Ну, Да. я спросил у него, когда, сколько стоит, есть ли места. И он как бы сказал, а какой у тебя запрос? И ты знаешь, я даже не задумывался. Я ему сразу написал, ты знаешь, у меня нет как такового запроса. Я уже как бы понимаю, чем я займусь. Мгм. Ну, даже не чем я займусь, а чем я занимаюсь, по сути. И Да-да. вот я понял то, что если ты знаешь, чем ты занимаешься, то, может, ты придешь к этому не сразу, не быстро. Но если Ну, ты как бы знаешь и уверен, что это тебе действительно нужно, то вообще никаких у тебя вопросов даже у м, самого не возникнет, для чего ты это делаешь. ну да, ну запрос это может быть, я не знаю для чего это он задал такой вопрос. Ну, там были такие видео по поводу того, что а, ты работаешь на заводе, ты не Мгм. знаешь, какие у тебя сильные стороны. То есть они это с тобой Ну прорабатывают. да, Вот. ну в целом, и я, например, уже тоже понимаю, да, для чего мы все это делаем. И то, что мы хотим уйти уже с найма, мы уже тоже оба знаем. Единственное, для чего мы бы хотели туда пойти, посмотреть, что там происходит, ну, это опять нетворкинг и сила нетворкинга. Мгм. Например, я осознал, что нетворкинг это прям львиная доля вот этого вот успеха. То есть как ты вообще с людьми начинаешь контактировать, узнаешь больше, чем, например, ты мог бы узнать там с книг, еще с чего-то. И быстрее. Я Быстрее, чем, да. даже могу привести пример, то, что людям, которые с нами познакомились, тоже мы отчасти помогли. Мгм. Ну, то есть это работает не только в одну сторону, что ты что-то там от кого-то Ну да, вот узнаешь. смотри, вот мы пришли на Мгм. встречу. Вспомни, как мы узнавали, например, чтобы тот же самый счет инвестиционный здесь открыть. Ходили сами, что-то там Да, мы искали мучились, видео, что-то да. не... Сколько мы времени потратили. И человек пришел, понетворкился с нами и за 10 минут узнал, что нужно сделать. Мгм. И И в все. итоге пару сообщений в Телеграм. Ну, если честно, ну, восхищаюсь такими людьми, которые узнали что-то и Мгм. сразу пошли себе это делать. Потому что, ну, это много чего стоит. Конечно. Многие люди смотрят YouTube и такие, о, здорово, классно, и ничего не делают. Да, да, да. А есть люди, которые узнали, так, оказывается, можно инвестиционный счет открыть, ага, можно так-то, так-то, вот это сказать, вот это нужно, Ну, все, опять же, пошел, смотри, сделал. это не просто какой-то чел с улицы там подошел, Ну да, спросил. этот Это, человек уже там присутствовал. да, уже присутствовал, знал, куда он идет, и он взял с этого вот, с этой встречи, с этого нетворкинга максимально. И он, я считаю, что за сколько там вход стоил? $30. Мгм. За $30 он получил, мне кажется, больше. Да, и ты знаешь, и мы тоже с тобой получили. Да, конечно. И во-первых, заряд энергии, во-вторых, знакомство. Да-да. И у нас теперь выход есть на разные там всякие курсы актерские, например. Когда Ну, пойдем? блин, они сегодня? А, нет, Они уже вчера. были. Вчера были, Да. да. Ну, Ну сходим. ничего, сходим. Обязательно, обязательно сходим. Разгрузимся немножко и сходим. Нам это нужно. Я думаю, надо даже записать на видео и показать вам. Возможно, кстати, да, запишем и покажем. Просто, кстати, бэкстейджи, всякие бэкстейджи показывают, знаешь? Ну, вот всякие Варламовы там, блогеры. Мгм. Ну, то есть, ну, они это делают в Телеграме, по-моему. Они не показывают это в основном канале. М, Но призывают людей как бы... В последнем видео я говорил по поводу комьюнити. Давайте создадим вот эту некую ячейку людей, которые, ну, интересуются вот этими вещами, финансами, как достичь успеха и прочее. Давай попробуем. Давай начнем
свой телеграм-канал. Я уже, между прочим, создал наш канал, ты в курсе? Я еще тебя не добавил. Ну, просто я подумал, нам надо сначала понять, для чего. Какой канал? Канал в Телеграме? Team TNM. В Телеграме. Команда TNM. И будем добавлять туда людей, которые... У меня записано у меня есть инсайты, где я записываю, что-то у меня всплывает. Офигенно у тебя привычка, я заметил, да, есть. А ты так не делаешь? У меня это в чертогах разума. Ну, в общем, вот там у меня тоже записано, что создать телеграм-канал, связать его с Ютубом. Вот. Я все сделал. Ты мне этот... Ну, по мы Wi-Fi это обсуждали уже неоднократно. Я это сделал, но мы как бы еще не выложили это. А надо выложить, что? Подписывайтесь. Надо просто закинуть туда вещи, которые людям помогут. Я могу, например, начать с того, чтобы закинуть туда Google таблицы. Я хотел, помнишь, тебе дать. Потом сказал, я прикольнулся, что заплати. Типа я тебе потом Я такой, да пошел ты. И тебе это не понадобится. А я хочу, чтобы людям, которые реально вот хотят, они вот получили это. И вот закину в группу. Почему нет? Как бы сэкономлю время многим людям для того, чтобы они начали вести свой бюджет. Может, ты такой втихаря скачаешь. Возможно. Я, кстати, думал о том, чтобы что-нибудь такое. Я просто веду свой бюджет по факту. Ну, вручную. Это дольше, конечно. Я каждый раз считаю расход, какой на что идет. И вот так вот на калькуляторе сижу, сам все цифры. Я видео записываю. Я понимаю, что в Excel было бы проще, типа, там, забить все уже, подготовить таблицу. Мы еще круче сделали. Теперь у нас с Кристиной один общий счет, в который мы закидываем и она, и я, что мы потратили и сколько, и на какую эту. Ну, вон можно на ноутбуке прочесть у тебя откуда, что за приложение. Да, если что. У нас нет никаких реклам. Так, ну что, предлагаю финалить. Офигенно пообщались сегодня. Да, мне тоже понравилось. Друзья, если вам понравился наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Да, комментарии на самом деле очень важны, потому что мы ищем себя, и, возможно, ваши советы помогут нам в дальнейшем делать более интересный контент. Поэтому не стесняйтесь, мы всегда рады. Пока-пока. Пока.